Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Мира вам, тепла, благополучия и крепкого-крепкого здоровья, как всегда, обязательно. Давайте посмотрим сегодня, что нужно узнать и важно узнать о будущем, да, вот обязательно, чтобы обязательно нужно узнать, ну, чтобы не попасть в какую-то ситуацию, либо чтобы быть уверенным вот в каком-то деле, да, о будущем. И хочется очень, чтобы карты именно четко так что-то сказали, что действительно обязательно нужно было узнать, да, посмотрев. Думайте о себе, проговорите свое имя. Ну, как частенько можете вопрос какой-то задать. Может быть, именно в этом раскладе будет ответ. Вот. Так, говорите свое имя. Сейчас посмотрим, что карты о вас расскажут. О, такая карта выходит. Так, ну вы человек, вы отдаете много себя людям, очень много. Хотя, с другой стороны, приходите или пришли уже к пониманию, хватит. Вот такое вот слово есть, хватит. Хочется любви, добра, хочется самому, да, если мужчина, вы смотрите, немножко перекручиваете на себя, да, перестраиваете на себя слова. Вы переезжали, либо много ездили где-то, либо много путешествовали. Было такое. Может быть, вы любите путешествовать и хотели бы где-то еще побывать. Вот у вас есть в подсознании, в сознании новые места, воспоминания прошлого о тех местах, где уже, может быть, не побываете. Вот такое есть. Кто-то из вас очень сильно верит в Бога своего, да, вот, Бог, Аллах, ну вот своей веры, либо в какое-то предназначение. Ну, когда ты веришь в свое предназначение, это много значит, это реально много значит. Это значит, что, ну, вам уже какие-то возможности открываются, потому что вы уже это осознали. В принципе, у каждого человека есть свое предназначение, но не каждый в это верит и не каждый об этом думает. Ну, если у вас такое есть, это большой знак. Это большой знак. Что я тут еще вижу? Вижу ваше детство. Я еще доложу вот так. Угу. Шахматная партия, да? По вот этим картам я вижу ваше детство реально. Вы очень открытый и в то же время наблюдательный со стороны, ребенок даже, человек, да? Детство, вы с детства были вынуждены, вот это вот, как, ну, с одной стороны, как клетка, а с другой стороны, как будто ты смотришь в зеркало, но там не ты, по вот этой карте. Вы как будто с детства были вынуждены подстраиваться под окружающих и скрывать свою истинную натуру. Может, не совсем с детства, может быть, с юности. Но вы как будто бы вот сначала вот такая открытая, вот такая, какая есть, были, да? А потом начали закрывать себя, потому что вы начали понимать людей, что они хотят видеть и что не хотят. И почему-то вы стали бояться того, кем вы являетесь. Либо просто, может, не бояться, но просто закрывать. Вот это. Кстати, не очень это хорошо. Это если до сих пор есть, надо менять. Надо прийти в собственный мир и показать себя. Вы знаете, сколько у вас добрых людей и вот те, которые хотели бы вот
видеть такую, как вы, появится в вашей жизни. Вы будете счастливы, что около вас есть друзья, подруги и любимый человек. Ну, такое есть по Писанию вашей книги. Здесь и батюшка, как говорится, да, священник вот такой выходит, и даже другой веры, такое вот светлое солнечное божество. Это как энергия. Энергия, чтобы вы понимали, что вы действительно в этой жизни нужны. Но такое было, вы скрывали, закрывали. Но вы чувствуете, вот мне очень, вот это мне нравится, вы чувствуете свою уникальность. И то, что оно не совсем соответствует вот вашему текущему окружению, допустим, уровню жизни, пониманию этой жизни. С кем-то поговорить, ну, вечно что-то не так у вас получается, потому что только через несколько, может быть, дней, но, скорее всего, даже лет, люди начинают понимать, что «а ты-то была права, ты-то был прав». Это через какое время, чтобы их догнало, как говорится, а вы уже понимаете. Кто-то из вас понимает в моде. За 3 года до начала вы уже видите, что будет, и носите это, хотя могут на вас даже пальцем показывать. Но вы любите это. Это ладно, но вы понимаете и смысл всего происходящего тоже заранее. Ну, просто, вот видите, иногда отгоняете это от себя, либо просто закрываете, потому что люди не слышат. Они другого мнения, навязанное обществом, может быть, навязанное какими-то другими людьми. Но как-то так. Вот вы в таком живете. Знаете, вас ждет период очень серьезной трансформации. Здесь идет как будто бы перепрошивка. Все, что было, новые пути, путешествия, то, что вы делаете, мечтая о другом, ваше понимание сильного, да, вечная проблема, которую надо решать, где взять деньги и все такое, кому-то помочь, а так хочется погулять. И детство какое-то закрытое слегка было, хотя детство очень можно вспоминать вот с радостью. Столько моментов хороших тоже видно. Столько моментов. Но тут зеркало получается, да? Зеркало вроде бы вот так, а с другой стороны вот так. Поэтому в данной ситуации вы чувствуете немножечко себя как в клетке, но карта всего, да, вот здесь заключающая такая вот, заключающаяся, и вывод такой, да, можно сказать, делающая, это когда вы действительно готовы к перепрошивке какой-то, и где вы можете ставить вот как, а тебе вот не шах, а вот мат уже, вот этой шахматной доски. Здесь ваши недруги, они валяются, вы их скинули, и вы идете в свою жизнь, и вам судьба благоволит. Вот так вот. Вы очень мудрый человек, интересный. Вы понимаете, разбираетесь в каком-то очень интересном деле. У каждого из вас свое дело. Вы знаете, если вы это забросили, можно это пересмотреть. Оно, возможно, даже как раз и будет влиять на перепрошивку, да, вот таким словом хочется сказать, вашей судьбоносной книги, да. Потому что вот, может быть, ваше какое-то знание, ваше дело, которое вы оставили где-то там, ваши хобби, ваши интересы, они выльются как новый ключ, может быть, источник дохода, может быть, источник вдохновения, может быть, источник встреч. Именно там вы встретите свою любовь. Вот такое. Вот так еще карты говорят. Так, ну давайте дальше. Что еще карты скажут у вас, для вас и о будущем, да? Ой, у вас какое хорошее будущее, слушайте. Смотрите. Карта, она излучает
такое что-то вот мистическое и в то же время чистое, открытое. Энергия очень хорошая идет. Вы очень хорошая мама, если вы мужчина, папа, да, вот что-то такое, может быть, дядя хороший очень для своих племянников. Ну, вот что-то есть такое очень сильное. Если нет детей у вас, возможно, будут, либо очень, очень любящий племянник, племянница есть или будут. Вот такое вот. Может быть, хорошая бабушка уже даже, смотря какой возраст у вас сейчас. Или когда-то будет, да, если вы совсем юная сейчас еще, или молодая, как всегда, каждый год 18 лет на тортике, да. Вот. Это супер, кстати, так и надо. Но здесь, может быть, когда-нибудь вы станете бабушкой или дедушкой, да, и вот ваши внуки будут вас любить. Но здесь очень красиво, вот оно такое уютное, вот отсюда, ой, у меня аж мурашки вот по вот этой энергии от этой карты. Какие-то вот, знаете, события, да, будут, которые будут, может быть, где-то пугать, может где-то расстраивать, но общий энергетический фон вашего будущего, он хороший. Вот он хороший, около вас есть защита. Либо кто-то вам сделал ее, либо вы сами ее делали, у вас может оберег какой, или талисманчик даже, да, всегда с собой. Либо вот с этих раскладов даже вы берете, потому что я здесь делаю защитную реакцию, как это сказать, ну хотела сказать оберег защитный, да, для вас или что-то такое, но реакция тоже, реакция защитная срабатывает у недругов. Они начинают как будто защищаться и сразу открывают себя, и все, и уходят с вашего пути. Вот что-то типа этого идет. И в жизни вы можете замечать это. И просто даже если кто-то на расклад попал на мой, но с плохими намерениями, с плохими словами, такими оскорбляющими, да, это ненадолго. Здесь на раскладе всегда есть защита, и у них зря они это делают. Они получат бумеранг свой, специально навеянное никогда не делаю. А вот бумеранги отправляю. Вот. Так что путь у вас очень такой хороший. Красивая карта вышла. Защита бумеранговая. Кто-то очень скучает по вам. Но у вас как будто бы уже что-то новое даже. Обманывали вас. С глаз был, порча была. Ну, смотрите, расклад общий. У кого-то, да, почему так говорю, я очень четко вижу из глаз и порчу. Но порча как? Больше, может быть и порча, но больше как с глаз и, знаете, как будто бы воровство. Энергии, либо здоровья, либо счастья. Вот что-то такое. Ну, давайте как в порчу введу тоже это вот в понимание. Но есть среди вас те, у которых такого не было. Но у вас очень сильные недруги были в вашей жизни. Вот именно недруги, которые просто что-то просто как перестроить, переделать вас хотели, либо наоборот испортить просто обычными действиями или словами вашу жизнь. Да, и говорили обидные слова и обзывали вас очень некрасиво. Очень некрасиво обзывали. Я вижу разбитые стекла. Что-то такая вот еще такая ситуация была неприятная. Либо да, либо магия, потому что и такой дьявол такой выходит, чертик танцующий, да. Это обман. Здесь вот что.
Обратка к ним идет. Очень сильная обратка. А здесь ангелы с вами. Прекрасные карты посередине, просто великолепные. Кто-то молитвы читал. Либо за вас кто-то, либо вы сами. На выздоровление. Колет пальцы даже. Кто-то хотел вам болезнь скинуть. У кого-то из вас, не у всех, не у всех. Может, у кого-то из вас, либо у вашего родственника какого-то есть очень нехорошее, он что-то нашел, что-то поднял с пола под своей калиткой, под своей дверью. И то болезнь пришла, какое-то недомогание конкретное, либо это просто вот выпивка, сильная выпивка, очень сильная, прям пил этот человек, он, может даже и у вас у кого-то такое было, но здесь идет чистка, здесь реально идет чистка. Ангелы говорят, твоя жизнь красивая, твоя жизнь чистая. Единственное, что перестань переживать из-за того, что было. Были обманы, были не очень хорошие моменты. Сделай себя наблюдателем в понимании, а не участником. Не тебя хотели обмануть, не тебя хотели обидеть. Возьми себе в голову. А себя они обманули и обидели. Я сказала хотели, да, не тебя не хотели, потому что они хотели себя возвысить. Вот почему. Я сказала, не тебя они хотели обмануть. Они себя хотели возвысить. Им все равно было. Обман — это предательство. Им все равно было, какая у тебя дальше жизнь будет. Вот почему так сказала. Потому что они ради себя старались. И ты возьми себе в голову сейчас, что это тебе, вот ты наблюдатель, это тебе было во благо. Вот прямо скажи, да пусть в каких-то моментах мне это реально было во благо. Я понимаю теперь, я могу выбирать, я могу правильно реагировать, и судьба дает мне новые пути. Знаете, вот этот расклад сегодня, он очень тяжелый. Не потому что что-то тут намечается плохое, хотя спрошу сейчас на всякий случай, а потому что было тяжело. И у кого-то до сих пор как гремит что-то, как будто бы что-то действительно как какой-то порыв ветра, что ли, или что-то типа этого я слышу. Аккуратнее будьте там, где много мотоциклистов. Звук такой проезжающих, они очень как будто быстро едут. Вот переходите дорогу аккуратней. Вот такое. Может, у вас под окнами постоянно катаются, не дают поспать, вот поэтому слышно. Ну вот такое. Энергия тяжелая сегодня на раскладе, потому что чувствуется, через что вам пришлось пройти в каких-то моментах. Может, даже не все полностью четко открыто, потому что кое-что и не надо говорить, обсуждать. Но сама энергия, она как тяжелый комок. Мне нравится, что тут ангел вышел. Еще и со свитком, со свертком. Вы выбираете жизнь, вы выбираете себя. Вы сможете выстоять в самой трудной ситуации, вы сможете выстоять, вы попрощаетесь с разочарованием, вы попрощаетесь с какой-то грозой в вашей жизни. Как это понять? В вашу жизнь идет спокойствие, но через время.
Да, вам придется решать за и против. Будут какие-то не очень хорошие моменты. Но есть плохие люди около вас. Есть кто опять магию захочет сделать. И что? Как быть? Около тебя ангел. Не плачь, не переживай. Тебя уже ведут. Ну как ведут? Ведут, а почему бы и нет? Показывают путь, защищают, оберегают, потому что они тебя слышат. После этой карты вот это ответ, это вообще превосходно. У кого сестричка есть, порадует скоро. Скоро порадует каким-то известием. Дети порадуют. Что-то по поводу детей, какой-то разговор будет. Но здесь выздоровление и хорошие новости. Обучение прекрасное. Знаете, как будто бы что-то новенькое. Как новенькая звездочка зажигается в вашей жизни. Вот здесь вот. Это будет. А это сейчас... И сейчас не очень хорошее. Единственное, вот это мне нравится карта, что вы справитесь с любыми трудностями. Сейчас покажу ее ближе. Видите, он меч из камня достает. Вы справитесь с любыми трудностями. Вы уходите на свой путь. Вы прощаетесь с чем-то плохим. Но вот здесь придется выбор делать. Что-то выбирать. Где-то точку ставить, либо давать шанс. Еще по этой карте могу сказать. Вы примете скоро решение, как быть, как говорить, как думать даже по поводу какого-то события. Я не знаю, что это за событие. Но вы как будто бы зарываете этот ров. Вы как будто бы чувствуете в себе силу, чувствуете в себе правду, но больше никому не стараетесь доказать что-то. И вы выигрываете какой-то процесс. Боженька с вами. Вы много просили, вы много давали. Что еще? А вот это вот хватит. Хватит себя винить в чем-то, хватит себя ругать, хватит себя не ценить, хватит говорить, что вы там, ну не знаю, уж извините, да, если я скажу, я там толстая, я там слишком худая, я там слишком уже старая, многие говорят, зря, зря, нельзя. Вы самое лучшее, что в этом мире есть. Посмотрите на себя в зеркало. Вы через, вот скажите пару раз себе в зеркало «я красавица», и вы через 2 дня увидите, о, действительно, что-то я меняюсь. И это потому что вы реально меняетесь. Когда говоришь «я красавица», я такая вот самая красивая, или мужчина тоже, я самый сильный, успешный, уверенный, да, и женщина, девочка тоже так же. Вы приобретаете эту энергию себе. Вы ее хватаете. А когда говорите плохо, сомнения есть. Сомнения всегда у человека есть, но все-таки их надо немножечко разреживать, или как это правильно сказать, рядить, да, ну, в общем, убирать лишнее. Вот. Вы уж не ругайтесь, если я там что-то неправильно говорю. Бывает. Но когда действительно есть сомнения и какие-то скованность какая-то, ты реально подходишь к зеркалу: «Господи, да что с меня стало?» Вот такое вот иногда говоришь. Так что попробуйте по-другому. Хватит. Ты сама себя, не кто-то, а ты сама себя, сам себя вот бьешь по какому-то вопросу.
Если есть переживания по поводу прошлого, что лучше бы я поступила вот так, не переживайте. Все уже решилось и исправилось. Это просто в ваших пониманиях осталось. Вот. Вас простили, вас очистили. Так должно было быть, возможно, даже для чего-то другого. Не переживайте, все хорошо. Посмотрите, какой ответ на этот вопрос, какой картой. Угу. Так. Какая-то энергия из вашего дома уходит плохая сейчас. Мужчина страдает, плачет. Мужчина хочет вас видеть. Какой-то мужчина хочет вас видеть. И ему плоховато без вас. Ну, опять же, дьявол этот выходит, чертик. Такой вот Дракула. И в то же время идет святой источник. И здесь как будто бы вы можете встретиться с человеком, который делал вам плохо, если вам это надо. Если вам это надо. Но по-любому, говоря себе, что я самый счастливый на свете человек и красивый, вы обретаете свое счастье вот обязательное. В вашей жизни многое будет меняться. Поверьте в это. Просто возьмите. Что вам нужно знать сейчас, все это, скажу так. Потому что многое просто от ваших даже мыслей бывает. И то, что не надо. Вас ждет период серьезной реальной трансформации. Такой перепрошивки, что вы даже и не понимали, как оно может быть, и как оно сделается, и когда это будет. Двери, которые были закрыты или отвлекали вас вот в последние 2-3 года, да, вот как будто отвлекали вас, ну, какие-то чужие двери. Либо закрытые вы видели, да, в какие-то источники, в какие-то там дела, поездки, денежные что-то, да. Оно как закрыто. Либо что-то было, вы ходили, а все не то и не то. Знаете, как отвлекали, ну, вот такие вот, как этот чертик. Кто-то вас посылал по своим запросам, но это было не ваше. Вы глобальные перемены как подарок судьбы принимаете. Глобальные перемены как подарок судьбы. Ожидаются больше, знаете, как здесь, ну вот если все это смотреть, давай карта, ну как-то к Новому году почему-то мне идет. Вы сейчас здесь, и вам надо дойти до этого дома. А дом — это когда ты заходишь, вот они открытые, наконец-то двери. И все, и закрываешь, и начинаешь путь в новое. Да, это где-то вот, давайте я скажу, что вот до конца этого года. Смотря когда вы смотрите видео, этот расклад. До конца этого года ожидайте глобальные перемены. И не только в своей жизни личной, но и многое будет меняться около вас. Вы реально вот получаете свой ход событий, свое будущее. Первые шаги. Первый шаг — прими себя. Открой себя с другой стороны. Не разделяй себя на 3 варианта. Либо даже так. Не дели себя на 2 варианта, либо на 3. Сделай так, что ты вот одно целое. Одно целое. И хороший родитель, и со своими сильными сторонами, где могу и дать, помочь, и где хочу отдохнуть, приодеться, я самая красивая королева, либо король, да. И в конце концов, вот это все, когда остается и приходит в единое, ты реально вот становишься той императрицей, тем императором, который получит вот этот переход. Здесь идет первые шаги, как новая вода. И они уже сейчас происходят. Новая вода. Почему у меня идет еще и вода опять?
У кого была радуга недавно? Загадывайте желание на любовь. Завистники есть и обсуждающие есть. Но ты выходишь в любовь. Вода. После дождя радуга, да? Вода, вода. Вот, можно и нужно даже. Увидела. Угу. Птица огня. Увидела, что нужно сделать. Соберите обломки старой жизни и уберите из окружения то, что тянет назад. Может быть, предатели какие-то рядом ходят. Не общайтесь с ними хотя бы какое-то время, даже если это надо. Фотографии каких-то предателей, каких-то нехороших, очень подлых людей, вот если у вас есть. Не знаю, зарисуйте их, либо обрежьте, либо просто вот действительно сожгите. Какую-то вещь, плохими людьми подаренную, внесенную в ваш дом, какую-то сухую траву из дома. Если у вас есть сухие букеты, либо брызните святой водой, ну, знаете, как сухой букет красивых там колосков или еще чего-то, да, вот, ну, нравится вам. Брызните водичкой. Если все-таки можно еще раз что-то насобирать будет, допустим, осенью, да, эти сухие колоски, то сейчас вот они год отстояли, все, что вот уже постояло, сожгите. Желательно сжечь, ну хотя бы выкиньте. Хотя лучше сжечь. Хорошо. Если не получается сжечь, поломайте на маленькие кусочки и слейте в канализацию. Вода, огонь, огонь, вода помогут вам вот в эти дни. Буквально в эти дни. Огонь, вода. Даже так, когда радугу, я говорю, что радугу видели. Радуга — это как что-то такое светлое, как огонек, да? А она же когда дождик, а дождик — вода. Вот огонь, вода, вот такое идет. И если вы будете сжигать, вы реально спустите это все в проточную воду, либо куда-то там, не знаю, да не знаю, куда еще. В речку, что ли? В речку, но она тоже проточная, да, в речку можно высыпать. Но только не грязь, естественно, а если просто пепел чуть-чуть будет. Вот. Такое тоже можно будет сделать. Почему? Потому что проточное, оно как будто бы уносит что-то вот в этой энергетике плохое, да, вот то, что было в этих вещах. И новое течение приносит вам благодать. Что-то рождение новой звездочки. Вот такое вот идет. Ну и как всегда, да, скажите, плохое выкидываю, хорошее жду, принимаю уже сегодня. Аминь, да будет так. Вот это рекомендуется сделать уже сейчас. Реально рекомендуется. Я тут много магии, кстати, увидела. Недаром несколько карт вышло подряд с какими-то вот магическими воздействиями. Ну, либо говоришь, очень злые поступки тоже проявили себя от окружающих. Так, сейчас важно смотреть, знаете, вот на сегодняшний день важно смотреть вглубь событий. Очень важно, кстати, на сегодняшний день. Да-да-да. Не поверхностно, не кто что скажет, а вглубь событий. Что ты чувствуешь? Важно проявить мудрость в каких-то решениях, либо в каких-то вопросах. Не реагировать на поверхностные какие-то вот обсуждения, поверхностные окружения, потому что они могут быть провокацией, провокационными. Но не то, что вам надо. Знаете, Вселенная посылает вам стимул. Иногда через какие-то внешние обстоятельства, которые заставляют вас выходить из привычного вашего жизненного сценария, и вам кажется, ой, что-то не так. Нет, это нормально, это правильно. Главное, что вы начинаете действовать вопреки страхам, и вы
возвращаете в свою жизнь свое счастье, свою любовь, свое что-то потерянное, долгожданное. Вот такое возвращается к вам. Я вижу еще музыку. Вы без музыки, как куколка на ниточках, боже мой, ну реально. Как это понимать? У вас, у многих есть опыт занятия музыкой. Ну, фортепиано, гитара, аккордеон, может быть, какие-то другие инструменты. Это является важной частью вашего внутреннего мира. Либо вы очень любите музыку, слушать песни какие-то, либо просто музыку, но вы любите слушать. И типа вам что, некогда? Либо надо с тем поговорить, того выслушать. Музыка, она в вашей жизни на данный момент, это не просто как хобби, это как мощный стимул для выхода из каких-то действительно марионеточных привязываний, привязок к каким-то людям. Вот кто-то вас вот как привязал, как марионетку. Для внутренних изменений, для перепрошивки себя, для поднятия духа. Вот вы готовите что-то, либо вы куда-то идете, либо вы просто хотите посмотреть в окно. Если послушать птичек, и никто сзади там где-то рядом не разговаривает, хорошо, у тебя хорошее настроение, все, ничего не надо, музыка в вас внутри сидит. А вот если вам не так как-то, если вы чувствуете страх, если волнение, если кто-то начинает вам на уши что-то там вешать, да, включайте музыку вопреки всему. Пусть поругаются, обидятся, все равно придут. Но зато вы включите в себе стимул жить, получите счастье свое, изменения в лучшую сторону и сойдете с этих ниток марионетки. Музыка. Именно музыка. Включайте, запишите себе пару песенок там или что сделаете, не знаю, и включайте. Даже можно зарядку под нее сделать, потанцевать, пока блины жаришь. Это будет ваш стимул, это реально вам поможет, это реально вам вылечит вашу психику сегодняшнего дня. И вы откроете новые горизонты, вы вздохнете по-другому. Это очень большой совет сегодняшнего дня. Ну все, наверное, да? Давайте посмотрим напоследок, что тут карты скажут. О. Ну, мужчины, немножко перестраивайте на себя. Здесь королева выходит. Сильная карта, которая встает из какого-то замкнутого пространства. Сейчас посмотрим. Вот, перепрыгивается. Это хорошо. День и ночь. Выход из клетки затруднительный. С вами ангелы-хранители с двух сторон просто идут. Ваше счастье в вашем понимании. Любовь идет к вам обязательно. И принятие этой жизни даст стимул к росту в денежном понимании. И детки радовать будут. Однозначно. Никто не сможет навредить. Вы как защитник. Вот в данных... Вернее, с этими картами, вот эта карта, это вы как защитник. Вы поднимаетесь, вы можете ничего не бояться, перепрыгивать сложности. Естественно, вы как защитник. Тем более тут ангелы идут. Так, вы должны всегда ощущать свою уникальность, ну, которая иногда не находит откликов в привычном окружении. Понимаете? Такое есть. Но вы должны ощущать ее, потому что вы потому что вы такой человек. Что еще хочу сказать здесь напоследок? Знаете, люди часто принимают вашу мягкость или готовность подстраиваться за слабость. Вы типа готовы подстраиваться, вы слабый человек, значит, да, вами можно пользоваться, вот как та марионетка. Но на самом деле, чтобы вы понимали,
это лишь способ выживания в вашем смысле, да? Это способ не лезть в негатив, негативные сценарии, которые вас окружают. Вы научились многому в этой жизни, чтобы не выделяться в среде, которая энергетически вам не близка. Но в кое-каких моментах вы выделяться должны. Сейчас карты говорят, согласно вот этому потоку, да, который идет около вас, раз вы здесь, на Ютубе у меня, это рядом с вами. Этот этап маскировки такой, он заканчивается. Вы постепенно выводите себя из состояния застывших энергий, где приходилось скрывать себя. И вы начинаете проявлять свою истинную силу, и вы притягиваете к себе настоящих людей, которые нужны вашей жизни. Вот так вот. Однозначно да будет так. До Нового года многое что произойдет. Где-то нужно будет быть сильным, где-то расслабиться и радоваться. Но вы действительно человек, который заслужил счастье, и он будет его получать. Да будет так во имя всего святого. Да будет так. Все на сегодня. Счастье вам огромадное, преогромадное. И да, если честно, подписывайтесь и распространите, если получится это видео, да, на Ютубе только тут, чтобы именно ухватить эту энергию еще сильнее к себе. Мне поможете в этом, да, спасибо большое. Вот. Но и себе вы тоже поможете, однозначно. Такое вот вижу. Еще будет расклад, который вас порадует. Скоро. Оставайтесь со мной, будем на связи. Вопрос у вас есть, сильный такой какой-то. Возможно, здесь уже карты сказали о многом, и в следующем раскладе тоже на что-то ответят. Так что будем на связи, да? Будем на связи. Берегите себя, все будет хорошо, все будет хорошо. Здоровья крепкого, подписывайтесь, жду вас в гости. Все.